Всем привет! Сегодня предлагаю онлайн-расклад на такую тему, как он переносит разлуку с вами. Разлука – это всегда испытание, либо для каждого из партнеров, либо если кто-то кому-то очень сильно насолил, для одного. О какой разлуке в раскладе пойдет речь? Давайте возьмем в общем, будь то ссора, будь то разрыв или просто вы на расстоянии. Кто-то уехал на время по работе, по учебе, еще какие-то обстоятельства сложились, что вы оказались со своим партнером на расстоянии. Поэтому давайте в общем рассмотрим разлуку, как не конкретный вариант, а вот вы находитесь в разлуке с партнером. И спросим у вашего партнера, что в данный момент он чувствует, как он переносит разлуку с вами, тяжело ли ему. Вариантов у нас сегодня будет 3. Расклад буду делать как на прямых, так и на перевернутых картах. Вас прошу сосредоточиться на своем партнере, сосредоточьтесь на своей ситуации и также на раскладе. Напоминаю, 3 варианта, как он переносит разлуку с вами. Как он переносит разлуку с вами. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. Я даю вам несколько секунд, чтобы вы могли определиться. Напоминаю, первый, второй, третий вариант. Ну а мы будем начинать. Так, первый вариант – это карта вашего партнера. Давайте посмотрим первое. Как видит сейчас свою жизнь без вас? Как ему? Следующий вопрос. Давайте посмотрим такой. Что думает? Следующий вопрос. Что чувствует? Дальше давайте посмотрим такой вопрос. Что у него в планах относительно вас? И, конечно, последнее, что мы посмотрим, это совет вам. Если нужно, буду дополнять уточняющими картами. Ну все, давайте посмотрим. Карта вашего партнера. Карта вашего партнера – Страшный суд. Что эта карта означает? Эта карта говорит нам о том, что человек сейчас стоит на пороге глобальных перемен. Если у кого-то ссора и какой-то период времени вы уже не общаетесь, то эта карта говорит о том, что человек хочет с вами помириться. То есть человек хочет возврат к прошлому, да, к прошлым отношениям. То есть отношениям с вами. Если это период какой-то времени, вы были со своим партнером в разлуке. Ну, какой-то период времени вы со своим партнером были в разлуке, то партнер хочет с вами помириться. Если же вы просто на расстоянии, эта карта говорит о том, что человек желает глобальных перемен, он хочет в своей жизни что-то изменить. То есть неважно какое расстояние, это ссора, либо это просто вынужденное расстояние, человек хочет перемен, человек хочет сблизиться со своим партнером, человек хочет с ним встретиться, человек хочет с ним продолжить, можно так сказать, отношения. О чем говорит эта карта? Карта это говорит о том, что человек не хочет, чтобы в его жизни так было. То есть он не хочет этого расстояния. Он хочет сблизиться со своим партнером, то бишь с вами. Он хочет возврата в ваши отношения. Ну давайте посмотрим, как видит сейчас человек свою жизнь без вас. Так, здесь у нас такая карта башни, которая говорит о том, что человеку на данный момент довольно-таки тяжело.
человек строит какие-то планы, да, на перспективу, и человек наблюдает. То есть, что значит наблюдает? Если у вас, допустим, ссора, то человек не выпускал вас из своего поля зрения. Он интересуется вашей жизнью, он наблюдает, как проходит ваша жизнь. Может быть, он через соцсети, это карта такая интернета, через соцсети наблюдает за вами. Но у человека крушение, какое-то внезапное крушение, внезапная боль, да, вот постигла его. То есть карта башни – это карта внезапности и карта тяжелых ситуаций. Конечно, человек смотрит в перспективу, конечно, человек строит какие-то планы, да, вот. И, конечно, человек присматривается к ситуации, он думает, как ему себя вести дальше. Он мониторит вашу жизнь и выбирает для себя, каким образом ему поступить. То есть решает, да. Если у вас вынужденное расстояние, то человек, конечно, для человека это полное крушение. То есть для человека ситуация без вас тяжелая, человеку плохо без вас. Смотрит, как бы к вам приехать, строит такие планы, да, на сближение. И, конечно, анализирует ситуацию, как возможно это сделать. Но эта карта нам говорит о том, что человек хочет приехать, то есть человек хочет воссоединиться. Он обдумывает свои планы, то есть уже первый шаг на пути он сделал, да, то есть в своих мыслях, в своих решениях первый шаг на пути сделал. Сближения еще нет, но человек о нем думает. Человек оценивает ситуацию. Давайте посмотрим, что чувствует ваш человек. Что чувствует ваш человек? Чувствует, конечно, видите, карта расстояния. Чувствует то, что вы находитесь на расстоянии. О чем говорит эта карта? Конечно, человеку тяжело, конечно, человеку плохо. Человек пошел во что-то новое, да? Это либо ссора, если вы поругались, он пошел в новую жизнь. Либо если это работа, да, человек с вами вынужденно на расстоянии, то есть человек вынужденно находится с вами на расстоянии. По этой карте всегда человека тянет назад. Человеку хочется сблизиться с вами, то есть человека беспокоит эта ситуация, ему тяжело. Эта карта называется «Уход с тяжелым сердцем». То есть что он чувствует? Он чувствует, что да, он ушел, либо вынужденно ушел, либо так получилось, но его тянет назад. Что он чувствует еще? Чувствует, что хочет немедленного приезда, немедленного разъяснения ситуации, злится по этому поводу и боится, конечно, охлаждения в отношениях. То есть карта пятерка плюс еще у нас здесь рыцарь мечей говорит о кризисе. То есть для человека на данный момент кризис, происходит кризис. Человек боится охлаждения в отношениях. Что чувствует? Что чувствует? Чувствует человек, что ситуация подвисла, то есть ничего не происходит, ничего не меняется. Да, у нас здесь выпала карта повешенной, то есть стагнация. Но в то же время человек хочет взаимности, человек хочет отношений, но в то же время человек кропотливо работает. На что указывает эта карта повешенной? Состояние жертвы. То есть человек понимает, что он находится в состоянии жертвы, да, и в то же время, чтобы отвлечься от своих мыслей, человек уходит с головой в работу. Но однозначно по чувствам человек хочет взаимности. Но чтобы отвлечься от этой стагнации, от ситуации, в которой ничего не меняется, человек с головой уходит в работу. Если, допустим, человек с вами на расстоянии работает, эта карта также может говорить о том, что он присылает вам какие-то деньги, вот, и человек материально поддерживает вас, да. Но, в принципе, если мы смотрим просто на чувства, то эта карта говорит о том, что человек относится к вам со всей душой и хочет, чтобы вы к нему относились так же. Но на данный момент ничего не происходит, то есть ничего не меняется. Вы находитесь в разлуке, вы находитесь на расстоянии, и пока ситуация находится в таком состоянии. Разлука, расставание. Давайте посмотрим, что у человека в планах. Так, что у человека в планах? Смотрите, у человека в планах, конечно, стать
выше над этой ситуацией, то есть, да, побороть эту ситуацию. Если это ваш муж, и у вас с ним была длительная разлука, ну, можно, у каждого свое соизмерение длительности, у кого-то это неделя длительно, у кого-то это месяц длительно, и у вас не было отношений, то человек хочет сближения с вами, да, он приедет, конечно, будет сближение с вами. Из перевернутой императрицы, здесь у нас карта перевернулась, вы войдете в состояние королевы кубков. То есть это дарим любовь, отдаем любовь, принимаем любовь. Карта ожидания. Но какие у него планы? То есть планы, конечно, к вам приехать, стать выше над этой ситуацией и воссоединиться с вами. Такой возможен вариант. Здесь возможно онлайн-расклад, поэтому здесь возможно несколько вариантов. Если, допустим, была еще какая-то женщина, да, которую вы считали, что эта женщина важна для него, то в планах у него эту женщину отодвинуть на второй план и войти в обмен с энергиями с вами, да. То есть, если была какая-то женщина, которая вам мешала в отношениях, то человек хочет ее отодвинуть на второй план и воссоединиться с вами. То есть тут возможен, я же говорю, вариант, как если вы были на расстоянии, то человек, вы из императрицы перевернутой переходите в любовное. То есть, естественно, встреча – это всегда любовь, это какие-то отношения, это близкие отношения. Так вот, если у вас был перерыв, допустим, в близких отношениях, то вы войдете в энергию королевы кубков, то есть в энергию любви. Если у кого-то была женщина, которую вы считали, что на данный момент она важная, главная, она важнее, чем вы, то эта женщина отойдет на второй план. То есть, естественно, в планах у человека к вам приехать и воссоединиться с вами. Какой совет? Совет вам относиться с легкостью к этой ситуации, не особо-то зацикливаться на этой ситуации, не особо-то переживать. Бросайте, если вы хотите броситься, как в омут с головой, в эти отношения, в эти чувства, бросайтесь, только хорошо обдумайте возможные риски. Сейчас у вас наступил такой период, что если вы, допустим, были в ссоре с этим человеком, то вы можете обнулить эти отношения, да, и начать все сначала, то есть обнуление. Но начинайте эти отношения на легкой волне, не зацикливаясь, да, на чем-то серьезном. То есть легко начните эти отношения, легко. Если же это ваш муж, и вы очень беспокоитесь по поводу вашей разлуки, вашего вынужденного расстояния, если человек находится там по работе, да, по учебе, относитесь легче к этой ситуации, относитесь спокойно к этой ситуации. И, конечно, когда к вам человек приедет, начинайте с ним отношения. Вот такой был вам совет, и вот такой был у нас первый вариант. Ваш человек переживает, ваш человек скучает, вашего человека не устраивает стагнация, ваш человек хочет побыстрее приехать, и, конечно, он приедет. Вот такой первый у нас вариант был. Буду рада вашим лайкам, вашим комментариям, подписке на канал. Теперь давайте посмотрим второй вариант. Как он переносит разлуку с вами. Это карта вашего партнера. Мы посмотрим, в какой энергии он находится. Да? Давайте посмотрим первый вопрос. Как видит сейчас свою жизнь без вас? Что думает он? Следующий вопрос. Что чувствует он? Еще такой, давайте вопрос посмотрим. Что у него в планах? То есть какие он строит планы относительно вас? И, конечно, последний вопрос. Это совет вам. Это даже не вопрос, это совет вам.
Давайте посмотрим карту вашего человека. Карта вашего человека — королева Пентаклей. То есть, смотрите, человек находится сейчас в такой женской энергии. Человек думает о доме, о семье. Человек хочет найти баланс какой-то, то есть найти ту золотую середину, которая устраивала бы обоих. Но человек упорно вот идет к своей цели, то есть он упорно обдумывает ситуацию, то есть его эти мысли не покидают, и он хочет с минимальными потерями найти тот баланс, да, найти ту золотую середину, которая устраивала бы обоих. И человек упорно об этом думает. Давайте посмотрим, как видит свою жизнь без вас. Ну, без вас это стагнация, да, без вас это ситуация, которую человек недопонимает до конца. Человеку хотелось бы душевности, любви, покоя, да, вот у нас здесь выпала шестерка кубков, которая говорит о том, что человек находится вот в мыслях о чем-то добром, хорошем, да, если это ваш бывший партнер, то есть он вспоминает прошлое. Если, допустим, вы с партнером разругались и уже какое-то время не общаетесь, то он думает об этом. Вот. Если это просто вынуждена у нас разлука, то человек, конечно, представляет, как он встретится с вами, как будет общение. То есть это что-то нежное, доброе, можно так сказать, даже детское. Но в то же время, как видит свою жизнь без вас? Он не понимает на данный момент ситуацию, он не понимает, что происходит, он не знает, как ему действовать дальше. Ему кажется, что ситуация такая затянулась, человек пытается успокоиться. Вот, на самом деле, для него сейчас жизнь без вас – это стагнация. Это тогда, когда мы не знаем, как нам действовать, мы не знаем, как нам поступать, мы не знаем, как нам двигаться дальше. И карта умеренность говорит о том, что человек хочет, пытается успокоиться, пытается найти тот баланс, но в то же время для него эта ситуация тягостная, она тянется, то есть тянется, для него тянется. То есть он понимает, что ему без вас на данный момент плохо, жизнь остановилась. Что думает ваш человек? Давайте посмотрим. Что думает ваш человек? Ну, что думает ваш человек? Конечно, хотелось бы броситься в отношения с вами, как в омут с головой. Конечно, если у кого-то была ссора, хотелось бы начать все сначала. Но человек тяжело переносит разлуку с вами. Видите, десятка мечей, сложная, тяжелая карта, которая говорит о том, что человеку плохо. Рядом у нас выпал дьявол. Это карта, которая говорит о том, что человека тянет, безумно тянет к вам. Тянет как морально, тянет как энергетически, тянет также и сексуально. Человек понимает, что ему тяжело без вас, ему плохо без вас, ему очень плохо. Десятка, видите, такая сложная карта, видите, какая тяжелая карта. Что он думает? Думает, что тянет, думает, что не может без вас. Хотел бы относиться с легкостью к этой ситуации, но у него на данный момент пока не получается. Давайте посмотрим, что чувствует ваш человек. Сплошные карты стагнации, то есть человек, жизнь без вас остановилась у данного человека. Что чувствует человек? Человек очень серьезно обдумывает ситуацию, человек копается в себе, человек перебирает все возможные в своей голове варианты. Человек думает, человек обдумывает, человек, может, кто-то даже приболел, понимаете? Но человек хочет однозначно выйти на связь. Если у кого-то партнера за границей, то человек хочет приехать к вам. Если у вас ссора, расставание, разлука, да, разлука на фоне ссоры, то человек хочет с вами помириться, человек хочет прийти к вам на поклон. Что он чувствует? Чувствует, что ничего не происходит. Здесь карта стагнации, здесь карта стагнации, здесь карта умеренность. Ситуация, по его мнению, затянулась. Человек хочет с вами помириться, и человек хочет достигнуть той высшей точки, да, вот той высшей точки в ваших отношениях, то есть того блаженства. Также человек хочет либо написать, потому что карта интернета, либо приехать, да, но человек однозначно паж кубков. Что чувствует? Чувствует, что пора выходить из этой стагнации. Если вы поссорились, пора приходить, мириться, да, и начинать все сначала, то есть начинать ситуацию, заканчивать с вот этим вот всем, если вы поссорились.
Если же вы на расстоянии вынужденной разлуки, то человек хочет приехать, однозначно хочет приехать. Но в принципе здесь для обоих вариантов возможно также любовное письмо, да, которое придет вам через интернет. Либо СМС, да, вот, либо ну, что-то, вот какое-то любовное послание вам будет. Что у него в планах относительно вас? Ну, здесь также у нас карта общения, то есть карта, которая говорит о том, что человек напишет вам, да, однозначно. Он понимает, что у него будет какой-то шанс, да, воссоединиться с вами. Человек будет понимать, то есть, видимо, побыв в этой стагнации, в этих обдумываниях, в этих переживаниях, да, тяжелой ситуации, человек поймет, что у него есть тот шанс возобновить отношения, если это была разлука, да. Если это человек находился по работе с вами, то человек еще приедет и с деньгами. Он понимает, что у него сейчас он обладает всеми силами, всеми ресурсами для того, чтобы сдвинуть ситуацию. То есть в планах у него сдвинуть ситуацию с этой мертвой точки. В планах у него написать, в планах у него приехать. Он понимает, что у него достаточно энергии для возобновления ситуации. Он понимает, что у него достаточно ресурсов. И, конечно, шанс. Он хочет использовать свой шанс. Для кого-то, я же говорю, если это был ваш муж на заработках, то есть человек приедет с деньгами. Ну и давайте посмотрим совет вам. Какой совет вам? Конечно, строить ваши отношения. Конечно, вкладываться в ваши отношения. Если у кого-то муж был на заработках, допустим, зарабатывал деньги, то вам стоит сделать ремонт в квартире. Но, конечно, однозначно строить ваши отношения, вкладываться в ваши отношения, ждать вашего партнера, идти на общение с вашим партнером. И, как я говорила уже, если у кого-то был человек на заработках, муж, то, конечно, ожидать денег. Что мы увидели по этому раскладу? По этому раскладу мы увидели, что на данный момент человеку без вас очень плохо. Стагнация, ничего не происходит. Но человек настроен на выход из этой стагнации, и человек настроен активно действовать. И все возможности у него для этого есть. И еще, у кого был муж на заработках, да, то это возможны деньги, возможен ремонт, возможно благоустройство своего жилья. То есть человеку, конечно, без вас плохо, однозначно плохо. Жизнь у человека остановилась. Вот такой у нас был второй вариант. Я буду рада вашим лайкам, вашим комментариям, подписке на канал. Ну и давайте посмотрим третий вариант. Как он переносит разлуку с вами. Это карта вашего партнера. То есть посмотрим, в какой энергии он пребывает. Так, давайте посмотрим первый такой вопрос. Как видит свою жизнь без вас? Как видит свою жизнь без вас? Второй вопрос. Что человек думает? Что ваш партнер думает? Следующий вопрос. Что он чувствует? Еще такой вопрос. Давайте посмотрим, что у него в планах. Что у него в планах? И, конечно, посмотрим совет вам. Как вам быть, что вам делать, на что опереться. Так, давайте посмотрим карту вашего партнера. Ну, смотрите, колесница. Вы на расстоянии, человек хочет приехать. Человек на данный момент управляет своими эмоциями. Если человеку, сейчас мы посмотрим, тяжело ли ему, если человеку тяжело, то он контролирует свои эмоции, он управляет своими эмоциями, и однозначно человек хочет приехать. Карта прорыва, карта движения,
поездок, карта приездов. То есть человек настроен на путь, дорожку, да, человек настроен на поездку. Давайте посмотрим, как видит сейчас свою жизнь без вас. Как видит свою жизнь без вас? Смотрите, здесь у нас карта девятка мечей перевернутая. О чем говорит эта карта? То есть человеку без вас было плохо, было тяжело. Но карта подтверждает нам карту колесницы. Человек выходит из этого состояния. То есть человек решил поставить точку своим переживаниям, своим депрессиям. Да? Вот человек решил приехать к любимой женщине. Вот. И человек мечтает об исполнении своего желания. То есть он думает, как он видит жизнь. Выйти из состояния переживаний, состояния тоски, состояния страданий. Приехать к вам. Он понимает, думает так, что вы его ждали. Вот. И, конечно, человек надеется на то, что у него все получится. То есть на данный момент хочет встречи, выхода из переживаний, хочет встречи и хочет даже какого-то праздника по поводу вашей встречи. Может быть, для кого-то будет даже выпивка. Еще один такой не очень приятный вариант. Вы понимаете, расклад смотрит много человек, поэтому я должна озвучить несколько вариантов. Еще один возможен такой вариант, что, допустим, если у вас была либо ссора, либо вынужденное расставание, то человек очень сильно переживал изначально, накручивал себя, да, человек, может быть, даже не спал ночами, то есть человеку было плохо, тяжело, но в то же время человек решил забыться с другой женщиной. Вот возможен такой вариант еще. Человек решил забыться с другой женщиной, и на данный момент у него происходят встречи, свидания, выпивки, пиршества, да, вот может быть походы в кафе, в ресторан, может быть встречаются с друзьями, и он на данный момент отвлекается от этой ситуации, заведя себе другую женщину. То есть здесь возможно два варианта. Либо человек делает прорыв, да, ему было плохо, он взял под контроль свои чувства, то есть он решил выйти из этого плохого состояния и к вам приехать и устроить по этому поводу даже праздник. И возможен второй вариант. Человеку плохо, человек контролирует свои эмоции, но он решил забыться. Если, допустим, вы не хотите воссоединения с этим человеком, да, и вы смотрите просто расклад, смотрите, переживает он или нет, то возможен такой вариант, что человек для того, чтобы забыться, начал отношения с другой женщиной, и у них происходят встречи, там свидания, какие-то праздники. То есть вот такое. Но карта такая, видите, карта веселья. То есть в каком плане веселье? Веселье именно это встречи, выпивки. Вот такое. То есть как видит свою жизнь без вас? Один хочет покончить с этой ситуацией и приехать. Второй, чтобы забыться, завел какие-то отношения. Что думает на данный момент человек? Что думает? Ну, конечно, думает очень много. Думает, мониторит, смотрит. Может быть, у кого-то периодически выходит на связь. Думает, что нужно положить конец сложной ситуации. Вот, нужно оставить все плохое, если что-то было плохое между вами. Двигаться к чему-то новому, то есть все плохое оставить позади. И, конечно, думает о глобальных переменах. Думает о глобальных переменах, о переменах в лучшую сторону. То есть человек хочет перемен в лучшую сторону. Если, вот я сказала, как вариант был, человек забылся, да, с другой женщиной, то есть решил забыться с другой женщиной, решил, как бы, как вам так сказать, отвлечься, то есть отвлечься от плохих мыслей, и поэтому завел отношения с другой женщиной, то человек думает о том, чтобы воссоединиться, то есть чтобы продолжить ваши отношения. То есть это временное такое явление. Это так, знаете, вот некоторые мужчины, либо если смотрит расклад мужчина-женщины, для того, чтобы забыть одного партнера, быстро вступают в отношения с другим партнером. И им кажется, что им удастся, допустим, тем партнером заменить своего партнера любимого, да? Но в то же время ничего не получается. Начинаются новые встречи, начинаются новые свидания. Мы понимаем, что это не то, что этот человек нам не может заменить нам любимого человека. И
начинаем подумывать, ага, как же быть, да, как же быть, как же возобновить отношения. Потому что этот человек оказался не тем, и оказалось, что человек не смог, допустим, залечить раны, а наоборот, он их еще больше расшевелил. Так вот здесь мне такая ситуация. Если вы с этим партнером в разрыве, да, то человек хочет воссоединить, человек хочет оставить все плохое позади и воссоединиться с вами. Если же это просто вынужденное расставание человек на заработках, да, человек там либо учится где-то в другом городе, в другой стране, то есть у вас просто расстояние, то человек общается с вами через, да, интернет, у вас происходит переписки, человек сейчас обдумывает все возможные варианты, как эту ситуацию оставить позади, и, конечно, человек хочет приехать, и человек, конечно, хочет глобальных перемен, то есть свести к минимуму эти расстояния и эти разлуки. Так, что чувствует загаданный вами человек? Чувствует он, конечно, хочет он воссоединения, хочет гармонии, хочет любви. Чувствует, что он тянется к вам, да, что тянет его к вам всем сердцем. Но в то же время почему-то человеку кажется, что на данный момент не получается, не выходит общение. И не выходит общение почему? Тоже возможны два варианта. Возможно, первый вариант. Он чувствует, что вы не особо-то отвечаете. Да, может быть, вы меньше пишете ему, чем он, потому что здесь у нас 8 жезлов перевернута. Не получается, не выходит, нет сообщения, нет письма, нет смс. И вы не хотите прикладывать к этому усилия. То есть чувствует, что думает, может быть, даже, что и вы тянетесь к нему, но в то же время его отвергаете, не выходите с ним на связь, да? Вот, еще возможен какой вариант, что человек чувствует. Человек чувствует, что, может быть, он вам мало пишет, то есть мало прилагает усилий к общению, вот именно переписке, да, звонкам. Но в то же время чувствует, что его тянет к вам, он хочет. Видите, карта двойка кубков. Карта – это когда два сердца тянутся друг к другу. Но тут так как озвучиваю, почему два варианта? Потому что, повторяюсь, онлайн-расклад, общий расклад, и у каждого своя ситуация. По чувствам также возможно два варианта. Либо вы человеку не отвечаете и мало пишете, да, и он понимает, чувствует, что вы прикладываете мало усилий к вашему общению. Либо он пишет мало, и он понимает, что он прикладывает мало усилий к вашему общению. То есть мало вам пишет, но однозначно карта взаимности, карта притяжения, карта двух сердец, которые тянутся друг к другу. Давайте посмотрим, что в планах у человека. Ну, смотрите, здесь карты подтверждают приезд вашего человека. Здесь у нас карта приезда. Здесь человек хочет оставить все плохое позади, двинуться к чему-то новому. Здесь рыцарь кубков. То есть человек собирается в планах, человек собирается к вам приехать. Он понимает, что ему плохо без вас. Его тянет к вам, мысли о вас его сводят с ума. И человек собирается, да, в путь-дорожку. То есть однозначно человек собирается, строит планы. Человек строит планы на воссоединение. Однозначно человек понимает, что ему плохо, тяжело без вас. Его тянет к вам. И человек собирается в путь-дорожку. Как это будет по времени? Быстро, не быстро? Карта рыцарь кубков всегда говорит, что все происходит как-то тому должно быть. То есть все идет своим чередом. Как вот по жизни должно быть, когда он должен приехать, тогда он и приедет. Ни раньше, ни позже. То есть все будет идти естественным путем, так как то должно быть. То есть однозначно в планах, если вы в ссоре, примирение, приехать. Если вы на расстоянии, то человек приедет к вам с любовью, потому что он понимает, ему без вас плохо, ему без вас тяжело. Вы его зацепили, его тянет к вам. И человек строит планы на перспективу. Чуть позже, да, но человек появится. И какой совет вам? Активно действуйте, да. Вы можете влиять на этого человека, причем можете влиять на этого человека так, как того захотите. Здесь у нас карта маг. Действуйте активно, да. Вы на данный момент полны сил и энергии. То есть если человек к вам проявится, то вы, в принципе,
можете ситуацию брать под свой контроль. В каком плане? Вы можете решать, хотите вы быть с этим человеком, не хотите вы быть с этим человеком. И если вы хотите быть с этим человеком, то на данный момент у вас преимущество. Ваш партнер настолько соскучился, да, по вам, и настолько ему было неважно, что вы даже можете им определенное, может быть, количество времени управлять, манипулировать. То есть, какой совет вам? Поступайте так, как считаете нужным. На данный момент у вас для этого есть все возможности, все ресурсы. Ситуация будет на вашей стороне, потому что карта Маг говорит о том, что на данный момент вы обладаете той энергией, чтобы сдвинуть ситуацию в свою сторону. То есть, если вы с человеком в ссоре, и человек к вам придет, да, то вы даже по этой карте можете, вот вы желаете с ним помириться, да, вы можете даже выставить ему некие условия, да, и человек согласится на эти условия. Если это у вас вынужденное расставание, у вас не было ни ссоры, вот, никаких обид, то просто активно действуйте, вы будете полны энергии для общения, то есть у вас все будет, все получится, общение будет хорошим. Вот такой вот у нас был третий вариант. Буду рада вашим лайкам, вашим комментариям, подписке на канал. Вот такой был у нас третий вариант. Ваш человек строит планы на воссоединение с вами, на приезд к вам, потому что он без вас не может, ему тяжело. Ну а на сегодня у меня все. Я буду с вами прощаться. Вам всем желаю взаимной любви и удачи во всех ваших начинаниях.